Привет, детишки! Сегодня мы поговорим об акварели и рисовании пером. Вместо кисти я буду использовать Water Brush Салика, который, кстати, очень приличного качества. Для начала нужно сказать пару слов об акварели. Если вы не используете Water Brush, то обычная кисть должна набирать очень много воды, это важно. Подойдет абсолютно любая мягкая, мне больше нравится синтетика. Много воды нужно для того, чтобы краска ложилась прозрачно. Красоту акварели можно оценить только тогда, когда из-под нее просвечивает бумага. Если в какой-то момент вы перестали видеть бумагу под краской, то можете смело выкидывать свой рисунок. Со 100% вероятностью краска лежит слишком плотно и, скорее всего, это выглядит грязно. С помощью акварели очень легко делать растяжки и градиенты, даже намешивать цвет прямо на бумаге. Но как только она высохла, вы ее уже ничем не смоете и не размажете. На этой особенности держится один из главнейших акварельных приемов. Кажется, он называется лессировка. Это когда краска тонким слоем накладывается на предыдущий прозрачный слой краски, и они очень красиво смешиваются, и получаются такие штуки. Но пользоваться мы этим, конечно же, не будем. Под акварель нужен набросок, и я настоятельно советую использовать для наброска акварельные карандаши, можно даже самые дешевые. Даже самый дешевый карандаш размажется и будет практически незаметен, в отличие от простого карандаша, который вы не сможете стереть из-под слоя акварели вообще никогда. Бумагу берите плотную и с текстурой. Это дает самый красивый, на мой взгляд, эффект. Но это не обязательно. Главное, чтобы она была плотная и сильно не морщилась от большого количества воды. Дальше все очень просто. Закончите рисунок. Набираем цвет и заливаем плоскости. Очень важно залить сразу все, что вы хотели залить, и дождаться, пока этот слой высохнет, иначе все просто сольется. А пока бумага мокрая, на нее очень легко добавлять цвет и добиваться любых градиентов или красивых разводов. Если хотите добавить где-то на уже сухом месте растушеванный цвет, то убедитесь, что вы хорошо и начисто растерли границы. После высыхания то, что казалось почти бесцветным, может дать неожиданный эффект. Если у вас не очень большой опыт работы с цветом, то не старайтесь прыгнуть выше головы. Возьмите 2-3 цвета и намешивайте их между собой, чтобы получать смежные оттенки. Так ваша работа будет выглядеть гармоничнее по цвету. Как известно, в акварели практически ничего нельзя исправить, поэтому это критически важный момент. Окей, теперь перо. Я пользуюсь советским со звездочкой. Все, кто так же, как и я, из Советского Союза, наверное, его узнали. Крайне важно его правильно и удобно держать. Если вы слышите, что перо скрипит, царапает или что-то такое неприятное происходит, если вы ставите кляксы, то что-то вы делаете не так, и вам нужно поменять положение руки и вообще действовать нежнее. Перо – это вообще чемпион по выведению из себя. Оно сопротивляется из-за высокого трения и практически неуправляемо. Перо может давать незначительную динамику толщины, незначительную по сравнению с кистью. Чтобы линия была толще, на него достаточно просто немножко и очень нежно надавить. Итак, потейте и старайтесь. Осознайте, что допустили ошибку, и постарайтесь ее исправить. Пером практически невозможно делать длинные ровные линии. У Обри Вёрцлая как-то получалось, но я не знаю, по-моему, он бог. Поэтому не стоит стесняться, когда у вас закончатся силы и нервы, и просто возьмите тонкую кисть и очень быстро и совсем без стресса доделайте лайн. Осознайте, что вы ненавидите этот рисунок, загоните его в Photoshop и попытайтесь сделать из него что-то приличное. Загрузите в Instagram и получайте свои лайки. Поставьте дизлайк, если вам не нравится это видео, а еще лучше напишите, почему оно вам не нравится. До новых встреч, до свидос.